Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Заметки Отшельника. Кто-то из подписчиков спросил: Станислав, а как же пристроечка? Что вы сейчас там делаете? Пристроечкой все очень печально. Конечно, я упустил время, надо было начинать в апреле, я почему-то начал в конце лета, но вот стены уже оббивать в конце ноября. Это, конечно, недопустимо, я считаю, но так получилось. В этом году очень серьезно подорожали пиломатериалы, но они не только у нас, а в мировом масштабе, так скажем. Поэтому я ждал, что немножко цены упадут. Это как бы основная причина. Вот что у меня получилось. Я долго думал, как же сделать переход крыши. Сначала мысль была сделать в виде скворечника, так условно скажем. Но потом подумал, что и расход материала будет больше, работы тоже. Поэтому решил вот так. Я считаю, что вот для такой местности в лесу, на берегу озера, ну скажем так, на природе, андулин очень даже хороший материал. А я бы сказал, что я ему альтернативы в моем случае и не вижу. Под старую крышу просто подсунул листы, они легли плотно, со временем приняли форму. Вот были дожди, снегопад, нигде меня не подтекает, все достаточно герметично. Ну и главное, что можно делать одному, ну мы делали вдвоем с сыном, но в принципе можно справиться и одному. Пока ходил около пристроечки, вам показывал, вспомнил, что у меня в этом же домике утром достал разморозить рыбу, чтобы засолить к Новому году. Хорошо, что вспомнил, иначе бы пропало. Ну вот коты мои уже волнуются. Как не волноваться? Смотрите, какой лещ, больше 2 килограмм. Сейчас я его почищу и покажу, как я его солю. Кто держит животных, скажет, что вы делаете, надо котикам сварить рыбку. Ну, вы знаете, коты у меня лесные, так скажем, они на охоту в лес ходят и досаждают всем рыбакам. Тихонечко подкрадываются и все запасы иногда съедают. Конечно, если бы я делал гостевой домик с самого начала, я бы все предусмотрел, продумал, хотя бы основные вопросы. Я здесь планировал поставить хозпостройку. Потом подумал, что это у меня будет какая-то мастерская, какой-то сарайчик. А в итоге смотрю, получается довольно крепкий сруб, теплое помещение. Думаю, а не сделать ли здесь какой-нибудь домик, скажем, для приема гостей. Или летнюю кухню, была мысль сначала. Потихонечку начал облагораживать его. В принципе, у меня все получилось. Попозже, когда я все работы закончу, я вас приглашу вовнутрь. Но единственное, что не хватало удобств. Ну, а сейчас время такое. Какие бы гости не приехали, как их здесь поселишь, если нет удобств? Конечно, можно и в моем основном доме, но все лето у меня обычно внучки отдыхают. Ну, то есть, получаются немножко стесненные условия. После некоторых раздумий я однозначно пришел к выводу, что здесь у меня будет гостевой домик, оборудован всем необходимым. А это туалет, кухня, душевая кабинка. Ну, давайте подойдем поближе, немножко расскажу, что у меня получилось. Обычный ленточный фундамент. Конечно, немножко он низковат, должен быть не менее 40 сантиметров, здесь меньше. Что поделать, раз у меня
в основном домике такой заложен, то уже пришлось делать и здесь также. Ну и стал же вопрос, из чего делать стены. Сначала я, конечно, хотел имитацией бруса, но в связи с ростом цен, ну как-то накладно это все мероприятие получалось. Поэтому вспомнил старый дедовский способ вот обшить так внахлёст, доска на доску. Напуск я делал 3 сантиметра с таким расчетом, что когда он начнет подсыхать, рассыхаться, чтобы не появились щели. Окно заказал, пластик. Даже не могу объяснить, почему я его утопил так глубоко. Можно было его сюда. Мне показалось, что так будет лучше. Наличники я сделал резные. У меня везде, что на этом домике, что на моем основном доме жилом, везде такой старославянский стиль. Легко вырезается электролобзиком. Здесь никаких проблем нет. Поэтому не отступал от этого стиля и сделал здесь такие вот тоже резные наличники. Когда уже подходил к окончанию работ, начали вылезать ошибки. Ну, они мелочи, конечно, но тем не менее все это можно было предусмотреть заранее. Вот когда крышу здесь делал, ну, можно же здесь было запилить все ровненько. Но я-то видел, что так получается. Думаю, ладно, буду когда подшивать, потом все сделаю. Ну, сейчас придется, так сказать, заняться реставрацией. Это не совсем удобно, но тем не менее большой проблемы я здесь не вижу. Там у меня сейчас пока стоят конструкция, столбы деревянные, на них гидроизоляционная пленка, зазор 2 сантиметра вентиляционный, чтобы не на пленке эта вся доска лежала, а между ней и пленкой был воздух. Ну и пока все, потому что утеплять до весны я не буду. Буду выполнять все работы, там плитку ложить по возможности, душевую кабинку делать, водостоки, электричество, ну все, что возможно. Утеплять буду, когда установится сухая погода. Вот это окошко, кстати, мне отдал сосед, он менял пакеты, вынул стекло и вставил здесь между несущей конструкцией. Получилось нормально. Осталась водосточная система. Думаю, сегодня к вечеру поеду и закажу. У нас городишко маленький, поэтому то, что хочешь в магазине, не всегда найдешь, поэтому надо делать предварительный заказ. Но это не проблема, я уже все вымерил. В принципе, здесь не так много и надо. Буду сток делать в одну сторону. Ну, а здесь также закажу вот такие софиты. Ну, пластик. Ну, это узкий у меня кусочек просто для образца. А так он, получается, как раз закроет все это пространство. И вот здесь будет софит. Ну, естественно, эта щель тоже заделается. Уже декабрь месяц, а лебеди еще пока и не улетели от нас. Вот видите, 4 лебедя. 2 сереньких молоденьких и 2 белых. Они держатся, пока полностью не станет озеро. А иногда, как были зимы теплые, были полыньи, они не улетали вообще, оставались на зиму у нас. Летом они не такие осторожные, подплывают к мостику. Когда буду закладывать утеплитель, планирую слой 20 сантиметров. Посоветовался со знакомыми строителями. Можно 15, но гарантированно 20. Потому что зимы это не холодные, но иногда бывает и до 30-32 мороз кратковременно на недельку. Чтобы не было промерзания, заложу как положено слой. Потому что если утеплитель промерзает, потом размерзается, все это намокает, может создать достаточно серьезные проблемы. Еще самое основное, это нужно успеть покрасить. Завтра, послезавтра обещают +3, +5. Ну, +5 это вообще отлично. В принципе, можно будет покрыть. Средства я уже купил. Биозащита. Что интересно, что производитель гарантирует защиту на 50 лет. Мне сейчас 63, на 50, ну, я думаю, хватит. А почему я так тороплюсь? Ну, вот с этой стороны у меня все нормально. Здесь пока водосточной системы нет. Вот постояло
Была неделя дождей, и уже какая-то чернота начала появляться. Если в зиму не покрыть свежую доску, к весне она уже может совсем потерять свою привлекательность. Конечно, потом пропитками, красками различными можно это все притушить, придавить, но тем не менее желательно этого не допускать. Поэтому я надеюсь, что я еще успею. Не знаю, почему так получается. Вот иногда других так с осуждением смотрел. Все лето ничего не делает, а потом к осени все начинается. Еще один момент заметил, что если найти какого-то строителя, плиточника, сантехника, электрика, летом, весной не проблема, но вот сентябрь, октябрь, ноябрь, а если еще зима долго не становится, ну вообще проблематично. Заняты. Ну и на своем примере убедился, что это так получается практически всегда. Ну а причины могут быть разные, но это не важно. Кстати, еще здесь планирую добавить какие-то резные элементы. Здесь, может быть, здесь что-то. Потом поделюсь, что у меня получилось. Планирую все эти работы завершить к концу весны и, начиная с лета, уже и принимать гостей. Но это планы. А что получится? Конечно, приложу все усилия. Различные нюансы – это состояние здоровья, наличие стройматериалов, наличие финансовых возможностей. Здесь вот еще одно окошечко, я еще пока его не облагородил. Вода проведена от скважины от моего дома. Оттуда же запитал и электричество. Очистные сооружения начал делать, но пока еще не закончил. Но это уже не проблема. Здесь я вижу, как они у меня будут выглядеть. Как говорится, что получилось, то получилось. Даже если вы скажете: Станислав, а что же ты натворил, я все равно уже переделывать не буду. Если бы я привлекал специалистов, согласитесь, это бы была совсем другая цена этой пристройки. А так только себестоимость материала. Ну и удовольствие же получаешь. Ведь все сделано своими руками. А еще если получается, возникает вопрос: а сколько же эта пристройка обойдется в итоге? Ну, я думаю, что я вложусь условно в $1000. Все делаю сам. Рыбку протер салфеточкой, чтобы она сухая была более-менее. Здесь делаю такую по контуру подложечку соли. Соль простая, каменная, не иодированная, как мы любим принимать в пищу и полезно. Насыпаем вовнутрь. Некоторые пишут: о, дед, врешь, рыба пересаливается. Уверяю вас, даже вымачивать не нужно. И дальше посыпаю. Я думаю, на такую рыбинку у меня уйдет пачки 1,5. Бояться пересолить не надо. Вот если не досолишь, то может пропасть. А жалко, все-таки лещ хороший. Иногда плавники отрезаю, иногда нет. Можно не потрошенную. Эта рыбка через 3 недели будет готова. Приедут гости. Сейчас главное ее плотно закрутить. Вот так прожимаем, чтобы поплотнее было. Для удобства использую вот такие резинки банковские. Первоначально я ими прихватываю, чтобы тряпка не раскручивалась моя, а потом уже обвязываю еще для надежности веревочкой. Как ее упакую, необходимо ее положить в холодное место на 3 недели. Через день, через 2 прохожу и переворачиваю. Лежит так, переворачиваю на другую сторону. И так постоянно 3 недели. Вы зададитесь вопросом, почему на улице в таких экстремальных условиях, вокруг сугробы, снега, холодно. По одной причине, друзья, чтобы вам было хорошо видно, потому что в доме сейчас со светом, а здесь все-таки естественное освещение.